Сочи ушел под воду за одну ночь, в Индии паводок смел целую деревню, а Индонезию вновь сотрясают разрушительные землетрясения. Мир снова оказался лицом к лицу со стихией, от Пакистана до Мексики, от Йемена до Европы. Это «Горизонт событий». Здесь вы узнаете все самое важное о катастрофах последних суток. Приветствую вас, друзья! В ночь на 21 августа Сочи оказался во власти сильного шторма, принесшего ливневые дожди, град и грозы. Стихия вызвала масштабные подтопления улиц, домов и инфраструктуры в нескольких районах города. По данным Сочинского гидрометцентра, за несколько часов в городе выпало около 70-90 мм осадков, что составляет значительную часть месячной нормы. Ливни сопровождались градом и порывами ветра до 15 метров в секунду. Подтопления зафиксированы в Центральном, Хостинском и Адлерском районах, включая улицы вблизи рек Хирота и Мацеста, которые вновь приблизились к неблагоприятным отметкам. Местные СМИ сообщают о затопленных дорогах, таких как улица Донская и район Приморской набережной, где вода местами достигала уровня капотов автомобилей. Пострадало не менее 50 домов, а также несколько автомобилей. Около 100 жителей были эвакуированы из зон риска и временно размещены в муниципальных убежищах. Для ликвидации последствий наводнения в Сочи создан оперативный штаб. Около 200 спасателей из МЧС, местных служб и волонтеров работают над откачкой воды и расчисткой завалов. Движение по некоторым дорогам, включая участки федеральной трассы в Адлерском районе, временно было ограничено. Электроснабжение, нарушенное в отдельных районах, частично восстановлено к утру 21 августа. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Деревня Бамнаса, расположенная в талуке Кишот в округе Джунагадх в индийском штате Гуджарат, оказалась в эпицентре сильного наводнения, вызванного продолжительными муссонными дождями. За несколько часов в Бамнасе выпало около 100-120 мм осадков, что привело к переполнению местных водотоков и сухих русел рек. Вода затопила жилые дома, дороги и сельскохозяйственные угодья, превратив улицы деревни в бурные потоки. Пострадало не менее 150 домов, многие из которых получили повреждения фундамента и стен из-за сильного течения и скопления грязи. Местные жители сообщают о сотнях гектаров затопленных полей. Также повреждено несколько десятков автомобилей и сельскохозяйственной техники, оказавшихся в зоне паводка. Около 200 человек были эвакуированы из зоны затопления и временно размещены в муниципальных зданиях и школах Кишода. Электроснабжение в Бамнасе и окрестных деревнях было временно приостановлено из-за повреждения линий электропередач, но к вечеру 20 августа энергетики частично восстановили подачу света. Для ликвидации последствий наводнения в Бамнасе задействованы силы местной администрации и спасательных служб. Власти округа Джунагадх ввели режим чрезвычайной ситуации в талуке Кишот и соседних районах. Губернатор штата призвал жителей низменных зон подготовиться к возможной эвакуации и следовать указаниям спасателей. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. На острове Ява, в Индонезии, произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился на глубине 35 километров, в 37 километров к юго-востоку от Бекаси и в 25 километров к западу-северо-западу от Пурвакарты. Подземные толчки ощущались в городах Бекаси, Пурвакарта, а также в некоторых районах Джакарты, Бандунга и Сукабуми. Жители сообщали о дрожании зданий и мебели, что вызвало панику в густонаселенных районах. По предварительным данным, жертв в результате землетрясения нет. Однако в Бекаси, Пурвакарте, Чанджуре, Караванге и Западном Бандунге зафиксированы повреждения зданий, включая трещины в стенах и разбившиеся стекла в нескольких домах и офисах. В Пурвакарте сообщается о частичном обрушении старого склада.
Местные власти и спасательные службы продолжают сбор данных об ущербе, особенно в сельских районах, где строения могут быть менее устойчивыми к сейсмической активности. Для оценки последствий в пострадавших регионах развернуты группы спасателей и инспекторов. Вблизи Южного полюса Солнца вчера утром был зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанцев. Структура, превысившая в определенный момент размеры Солнца, начала показывать первые признаки дестабилизации около 7 утра по московскому времени и к 10 утра полностью оторвалась от звезды. В течение нескольких часов в этом месте на поверхность Солнца падал огненный дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества, но основная масса выброса покинула атмосферу Солнца. Протуберанцы в связи с огромными размерами и массой представляют собой наиболее опасное явление космической погоды, но, так как движутся в случайных направлениях, то вероятность, что они окажутся направлены точно на Землю, относительно мала. В данном случае плазма, предварительно, ушла в сторону от планеты. Последний раз прямое попадание крупного протуберанца в Землю было зарегистрировано 1 июня этого года. Тогда оно вызвало почти 3-дневную магнитную бурю, которая лишь немного не дотянула до высшего 5-го уровня. С конца июня 2025 года Пакистан охвачен разрушительными наводнениями, вызванными интенсивными муссонными дождями. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, с 26 июня по всей стране погибло более 700 человек, из которых около 400 случаев зарегистрировано за последние 5 дней. Наиболее пострадавшей оказалась северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва, где зафиксировано 356 смертей, и власти выражают опасения, что число жертв может возрасти. Муссонные дожди, начавшиеся раньше обычного и прогнозируемые до середины сентября, привели к внезапным паводкам, оползням и обрушениям домов, особенно в горных районах. Провинция Хайбер-Пахтунхва, граничащая с Афганистаном, стала эпицентром трагедии. В округе Бунар погибло более 225 человек, а около 150 жителей числятся пропавшими. Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. Задействовано около 6 тысяч военнослужащих, спасателей и добровольцев. Ситуация остается критической. Несмотря на предпринимаемые усилия, поисково-спасательные операции осложняются разрушенной инфраструктурой и продолжающимися ливнями. Гвадалахара, столица штата Халиско и второй по численности город Мексики, оказалась во власти сильного наводнения, вызванного интенсивными проливными дождями. По данным метеорологических служб, за несколько часов в Гвадалахаре выпало около 80-100 мм осадков. Непогода сопровождалась грозами и порывами ветра до 7 метров в секунду. Высокая интенсивность дождей привела к переполнению дренажных систем и выходу из берегов местных рек. Затоплены оказались центральные районы города, включая зоны вокруг проспекта Алькальди и исторического центра, а также пригороды, такие как Сапопан и Тлакепаке. Наводнение вызвало временный паралич транспортной системы, движение на ключевых магистралях было ограничено из-за подтоплений. Пострадали и общественные объекты. В некоторых школах и коммерческих центрах вода проникла на первые этажи, повредив оборудование. По предварительным данным властей Халиско, повреждено около 100 зданий, около 50 человек были эвакуированы из зон риска и временно размещены в муниципальных убежищах. Для ликвидации последствий наводнения в Гвадалахаре задействованы экстренные службы штата. Электроснабжение, нарушенное в некоторых районах из-за повреждения линий, к ночи частично было восстановлено. Власти штата Халиско ввели режим повышенной готовности в Гвадалахаре и прилегающих муниципалитетах. Губернатор Энрике Альфаро призвал жителей избегать низинных зон и следовать указаниям спасателей. Регион Капуас, расположенный в индонезийской провинции Западный Калимантан, оказался под ударом сильного наводнения, вызванного интенсивными муссонными дождями.
По данным Национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, за сутки в регионе Капуас выпало около 150 мм осадков, что привело к стремительному подъему уровня воды в реке Капуас. Переполнение реки и ее притоков вызвало затопление жилых кварталов, дорог и сельскохозяйственных угодий. В Понтианаке, крупнейшем городе региона, под водой оказались улицы в районах Сиантан и Батулаянг. Пострадало не менее 300 домов, десятки автомобилей были смыты или повреждены потоками воды. Также затоплены местные рынки и небольшие предприятия. Около 150 человек были эвакуированы из зон риска и размещены во временных убежищах, организованных в школах и общественных центрах Понтианака. Власти провинции Западный Калимантан ввели режим чрезвычайной ситуации в районе Капуаса. 20 августа прибрежный городок Сан-Теренцо в провинции Ла-Специя в итальянском регионе Лигурия оказался под ударом сильного ливня, вызвавшего внезапное наводнение. Шторм, обрушившийся на восточную часть Лигурийского побережья, привел к значительным подтоплениям улиц, домов и инфраструктуры. По данным местных метеорологических служб, за несколько часов в Сан-Теренцо выпало около 80-100 мм осадков, что привело к переполнению местных дренажных систем и выходу из берегов небольших водотоков, впадающих в залив Ла-Специя. Улицы городка, включая набережную и прилегающие к ней районы, были затоплены потоками воды, смешанной с грязью и мусором. Наводнение парализовало движение на местных дорогах, в некоторых домах вода поднялась до уровня первого этажа. Пострадали автомобили, припаркованные на улицах, а также витрины магазинов и кафе, расположенных вдоль побережья. По предварительным данным региональной службы гражданской обороны, в Сан-Теренцо повреждено около 30 зданий, среди которых жилые дома и коммерческие объекты. Местные жители и туристы были вынуждены искать укрытие в зданиях на возвышенностях, а некоторые были временно эвакуированы из зон риска. Для борьбы с последствиями наводнения в Сан-Теренцо оперативно прибыли спасательные службы. Около 80 специалистов, включая пожарных и сотрудников гражданской обороны, работают над откачкой воды и расчисткой завалов. Движение по некоторым участкам дорог временно ограничено из-за скопления воды и обломков. Региональные власти Ла-Специи объявили о введении локального режима чрезвычайной ситуации в Сан-Теренцо и прилегающих районах. Южный йеменский город Аден, крупный порт и экономический центр с населением более миллиона человек, оказался во власти мощных наводнений, вызванных нехарактерными для Аравийского полуострова обильными дождями. Ливни, продолжавшиеся с вечера 19 августа и ослабевшие лишь к полудню следующего дня, привели к значительным разрушениям в городе. За несколько часов в Адене выпало до 120 мм осадков, что вызвало внезапные паводки в районах Аль-Муалла, Аль-Тавахи и Крейтер. Вода затопила жилые кварталы, дома и магазины, парализовав движение на улицах. По оценкам правительства, повреждено не менее 500 домов. Сотни автомобилей, оказавшихся на затопленных улицах, были смыты потоками или получили серьезные повреждения. Местные жители сообщают, что в некоторых районах вода поднималась до уровня окон первых этажей, что привело к значительным материальным потерям. По данным местных властей, в результате наводнения пострадали не менее 10 человек, получивших травмы различной степени тяжести. Спасательные службы работают над восстановлением доступа к затопленным районам, однако разрушенные дороги и продолжающиеся осадки значительно затрудняют операции. Йеменский метеорологический центр предупреждал о высоком риске осадков в августе, прогнозируя до 300 мм дождя в южных и центральных регионах страны. Ученые связывают участившиеся наводнения с изменением климата, которое усиливает интенсивность муссонных дождей в регионе. Северо-восточная часть долины Вальпелен в автономном регионе Валли-де-Аоста в Италии пострадала от мощных штормов, которые спровоцировали сход селей в районе коммуны Бионац. Интенсивные ливни вызвали переполнение местных водотоков, включая реку Бутье, которая протекает через Вальпелен.
По данным региональной метеорологической службы, за несколько часов выпало до 100 мм осадков, что привело к внезапным паводкам и сходу селий в районе Бионатса. Грязевые потоки, состоящие из воды, камней и грунта, затопили несколько местных дорог, включая подъезды к коммуне Вальпелин и близлежащему Аясу, а также повредили жилые дома и сельскохозяйственные угодья. По предварительным оценкам, пострадало не менее 20 зданий, а около 50 гектаров сельскохозяйственных земель оказались под слоем грязи. По данным властей, около 30 человек были эвакуированы из зоны бедствия и временно размещены в муниципальных зданиях в Аости и соседних коммунах. Электроснабжение в Бионатсе и частично в Аясе было временно приостановлено из-за повреждения линий электропередач. Южная и центральная части итальянского острова Сардиния оказались во власти мощных штормов, сопровождавшихся градом, сильным ветром и ливнями. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в коммуне Пиментель, горных районах провинции Ноора, городе Усасай-Вальястри и окрестностях Капотерры, где стихия вызвала значительные разрушения и временные затопления. В Пиментеле, расположенном в южной части Сардинии, гроза принесла град с градинами диаметром 5-6 см, который повредил автомобили, крыши домов и сельскохозяйственные угодья. Предварительно сообщается о десятках поврежденных транспортных средств и затопленных участках дорог. Город Аль-Дарб в провинции Джизан, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, пострадал от сильного наводнения, вызванного аномальными для региона проливными дождями. По данным местных метеорологических служб, за сутки в Аль-Дарбе выпало около 90 мм осадков, что значительно превышает средние показатели для этого засушливого региона. Ливни, начавшиеся вечером 18 августа и продолжавшиеся до утра следующего дня, вызвали переполнение сухих русел рек и затопление улиц. Вода хлынула в жилые кварталы, повредив десятки домов и коммерческих объектов. Пострадало не менее 200 зданий, сотни автомобилей были затоплены или смыты потоками воды. Точные данные о жертвах отсутствуют, но местные власти сообщают о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы. Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило оранжевый уровень опасности для Джизана, предупреждая о возможном продолжении осадков в ближайшие дни. Для ликвидации последствий наводнения в Аль-Дарбе задействованы местные спасательные службы и военные, которые работают над откачкой воды и расчисткой завалов. Власти организовали временные убежища для жителей, чьи дома стали непригодны для проживания. Город Сиадауржель в провинции Льейда в автономном испанском сообществе Каталония оказался во власти наводнения, вызванного экстремальными ливнями. Метеорологическая станция Сиадауржель зафиксировала рекорд интенсивности осадков. За один час выпало 157,2 мм, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений в регионе. Возникшие паводки затопили улицы, дома и общественные объекты. По данным местных властей, пострадало не менее 50 зданий, включая жилые дома и коммерческие помещения. Оползни, вызванные сочетанием обильных осадков и рыхлой горной почвы, привели к перекрытию трассы Н-260, связывающей Сиадауржель с другими городами Каталонии и Андоррой. В некоторых районах прошел град, который повредил автомобили, сельскохозяйственные угодья и теплицы. Для ликвидации последствий стихии в Сиадауржель развернуты экстренные службы. Около 100 спасателей, включая сотрудников каталонской гражданской обороны и пожарных, работают над расчисткой улиц и откачкой воды. В районе Лес-Монжес организована эвакуация жителей из затопленных домов, около 40 человек были временно размещены в муниципальных зданиях. Региональные власти Каталонии объявили режим чрезвычайной ситуации в Сиадауржель и соседних муниципалитетах. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.